Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим, как вернуть украденную удачу. Спасибо тем нескольким человекам, нескольким людям, которые оставляют мне обратную связь. Просто вот спасибо. Итак, давайте, я думаю, без долгих рассуждений начнем наш расклад. Единички. Первые две карты — это сигнификация. Почему ты решила, что твоя удача украдена? Ну, знаешь, давай на чистоту. Ты вот чувствуешь, что тебе все стало сложнее. Дела разваливаются, как этот домик карточный. Начинания все твои буксуют, я имею в виду проекты. Потому что ты позволила себе застрять в состоянии избегания. Знаю, неприятно слышать, но это так. Ты сейчас сидишь на распутье, и вот эта самая колесница, она показывает, что у тебя все необходимое для движения есть. Сила воли есть, энергия есть, ресурсы есть, но ты их не используешь. Тебе страшно выбор сделать. Взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Ты вот села в колесницу, но вот поводье так крепко-крепко держишь, что боишься даже чуть-чуть тронуться с места. И вся вот эта ситуация, она началась из-за того, что тебе пришлось принять сложное решение. И вместо того, чтобы двигаться дальше, ты просто взяла и заблокировалась. Вот двойка мечей — это как раз про этот тупик. Про неспособность увидеть ситуацию объективно. Ты глаза закрыла на правду. Боишься признать свои ошибки, свои страхи. И вот знаешь что? Это тебя прям выжимает, выматывает. Это постоянная внутренняя борьба, вот эти сомнения. Они просто высасывают из тебя силы. И у тебя сейчас паралич воли. Ты видишь возможности, но ты не можешь решиться ни на что конкретно. Тебе вот кажется, любое решение будет неправильным. И ты, конечно, предпочитаешь оставаться в этом подвешенном состоянии. А это же самый худший вариант. Потому что пока ты сидишь и ждешь, удача, она мимо тебя уходит. А удача же как? Она не любит нерешительных людей. Все дело в том, что тебе нужно перестать бояться последствий своих действий. Ошибки будут, я с тобой полностью согласен. Сложно будет, тоже согласен. Но это часть жизни. И только через преодоление трудностей ты сможешь стать сильнее. Ты сможешь стать мудрее только через трудности. Знаешь, перестань искать идеальный вариант. Просто выбери направление и двигайся вперед. Вот не думай о том, что может пойти не так, а вот сосредоточься на том, чего ты достичь хочешь. Ты же у меня умничка, у тебя обязательно все получится. Просто перестань себя тормозить. Эта колесница, она ждет. Она ждет, чтобы ты взяла управление в свои руки и понеслась, как говорится, навстречу своей удаче. Но пока ты сама себя на привязи держишь. Кто украл твою удачу? Ну, прямо скажу. Твоя удача, она не просто так исчезла. Ее активно перехватил человек, который использует свое положение для личной выгоды. Это император. И он явно не на твоей стороне. Он, знаешь, вот не надо думать, что это какой-то там абстрактный враг, или там злой рок, или там вся жизнь против тебя. Нет, это вполне конкретный мужик в твоем окружении, который привык контролировать все, добиваться своего любыми способами. Он манипулятор.
Он манипулятор, который использует свой авторитет, свою власть для того, чтобы подавлять других. И ты как раз вот попала в его сферу вот этого влияния. И он активно сейчас пользуется всеми твоими ресурсами, твоими идеями, твоей энергией. Четверка Пентаклей, она про то, что он жаден. Он жадный, он крохобор. Жадный до денег, жадный до власти, и он не остановится ни перед чем, чтобы удержать все в своих руках. Он строит свою стабильность на твоих неудачах. И он не хочет, чтобы ты где-то преуспела, потому что это угрожает его положению. И он, знаешь, он умеет создавать иллюзию заботы и поддержки. Но на самом деле он просто тебя использует в своих целях. Говорит тебе там, что делает все для твоего блага, это забота о тебе. На деле он подстраивает все так, чтобы всегда оставаться сверху тебя. Он, знаешь, он любит советы давать, которые кажутся, по идее, разумными, но они тебя в тупик ведут. Это не просто там коллега какой-то или знакомый, нет. Этот человек, он намеренно вот саботирует твои усилия и отбирает твою удачу. А цель у него — удержать тебя под своим контролем, использовать твои таланты для своей же выгоды. Конкуренции он боится, как огонь воду, как вода огню. Блин. Огонь в воду. Запутался. Поэтому он делает все возможное, чтобы ты не смогла раскрыть свой потенциал. Он расчетливый паразит, осторожный до усеру. Поэтому он, знаешь, поэтому тебе сложно будет доказать его вину. Он просто умеет скрывать свои намерения за вот этой маской доброжелательности. Я же тебе добро делаю. Но поверь мне, он главный источник твоих проблем. Пока ты будешь продолжать с ним какие-то контакты, иметь взаимодействие, твоя будет удача, как говорится, убегать от тебя. Сквозь пальцы, как песок, утекать. Тебе пересмотреть нужно свое отношение к этому человеку. Если расклад твой, ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. Как вернуть удачу? Ну, сложно все, но есть, конечно, выход. Через упорный труд и создание нового пространства для себя. Вот смотри, десятка жезлов — это прямое указание, что тебе придется взять на себя огромную нагрузку. Вытянуть все самой. Никто не поможет. Вообще никто. Рассчитывать только на свои силы можно. Это тяжело будет. Очень тяжело. Но без этого никак. Ты сейчас завалена там делами, всякими обязательствами, кредитами, проблемами. И все они, вот эти вот проблемы, они на твоих плечах лежат. Но это не просто испытание, это возможность доказать как себе, так и другим, что ты способна справиться с трудностями. Тебе, знаешь, взять ответственность нужно вот за все, что в твоей жизни происходит, и начать действовать. Перестань ждать голубого волшебника на зеленом вертолете. Просто вот, как говорится, закатай рукава и приступай к работе. Большие задачи на мелкие шажочки распредели и постепенно двигайся. Понимаешь? А дальше четверка жезлов. Это вот знак праздника, признания, гармонии. Но она не придет сама по себе. Ее нужно заслужить. Это про то, что вот после периода вот этой тяжелой ноши, да, тяжелой работы, ты сможешь создать для себя комфортное и безопасное пространство, где тебя ценить будут, уважать и так далее. Понимаешь? Все тебе принесет вот эта радость и удовлетворение. Ключик к возвращению удачи — это вот создание чего-то нового, понимаешь, там построение фундамента для своего будущего и так далее. То есть тебе на неудачах зацикливаться нужно перестать и смотреть в будущее с улыбкой в глазах. Понимаешь?
Экспериментировать не пробуй. Ой, не пробуй, говорю, не бойся. Новые вещи какие-то пробуй, рискуй. Удача, она же любит смелых, она любит решительных. И, конечно же, верь в себя. Сейчас у тебя веры в себя кот наплакал. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Сигнификация, почему ты решила, что твоя удача украдена. Ну, знаешь, не совсем украдена. Все дело в том, что вот ты сейчас находишься в состоянии суетливости. Вот суеты постоянно. Растраты энергии направо-налево. И при этом ты не видишь никакой конкретной цели для себя. У тебя, знаешь, вот переключение между делами постоянные. То есть попытки удержать все везде и сразу. Вот это тебя и истощает. И вот эта потребность твоя жонглировать всеми задачами одновременно, она приводит к тому, что ни одна из задач не получает ни внимания, ни энергии, и у тебя все разваливается. А оттуда у тебя мысли «мне не везет». То есть ты постоянно в движении, но это движение хаотично, оно бессмысленно. Понимаешь? Ты разрываешься между разными людьми, между разными своими потребностями, между разными своими интересами, желаниями, стараясь угодить каждой сфере одинаково и сразу. А это истощает, сил лишает, уверенности в себе лишает, потому что ты ничего до конца не доводишь. И у тебя в голове «мне постоянно не везет». Да тут не невезение, тут ты, как сказать, у тебя концентрации нет. Понимаешь? Тебе кажется, что если ты выберешь одно, то ты сразу же потеряешь другое. Но это иллюзия. На самом деле тебе нужно сконцентрироваться на одной цели и говорить «нет» вот тем вещам, которые твоим истинным целям и желаниям не соответствуют. Вот ты хотела творчеством заниматься, ты ж забросила, потому что времени не было. Вот тебе и ответ. Ты сама украла свою удачу. Понимаешь? Ты отказываешься от того, что действительно тебе радость приносило. И самое время вернуть. А кто крадет? Ну, крадут женщины. Но они, знаешь, это не как крадут, они тебя обманывают. Чуть матом не сказал. То есть люди, это круг женщин, которые постоянно на жизнь жалуются. Сеет вокруг вот себя негатив, зависть. И вот это вот противненькое сеет. Понимаешь? То есть это женщина, скорее всего, это как сказать-то, на работе. Они всегда недовольны твоими успехами. Принижают тебя, твои достижения, пытаются палки в колеса ставить. Вот тройка мечей это на предательство показывает. То, что кто-то из твоего близкого круга, а твой близкий круг сейчас это только работа, вот они тебе боль и вред причиняют. Не обязательно это какая-то открытая враждебность. Нет. Чаще всего это такие вот скрытые уколы. Подковерные игры, там, сплетни, вот это все. И вот эти самые женщины, они постоянно на свою судьбу жалуются и, конечно же, завидуют тебе, твоему успеху, пытаясь тебя опустить до своего уровня. Как мне один раз сказали, и Ане много раз говорили, говорите понятным языком, ничего не понятно. Вот Аня всегда как говорила. А зачем я должна опускаться до уровнем ниже, да, разговаривать так, как там быдло, да, грубо говоря? Зачем? Нет, развивайтесь, понимаете. Вот и эти женщины вот так хотят опустить тебя до своего уровня, потому что подниматься до твоего уровня у них силенок нету.
И они не могут просто так увидеть, как у тебя все получается. Они должны чувствовать себя лучше за счет того, что тебе хуже, понимаешь? То есть говнюшки. А пятерка Пентаклей, она про то, что эти женщины создали вокруг тебя атмосферу вот эту нужды, лишений. Пятерка Пентаклей, карта бедности. Хотя на самом деле это иллюзия. Они убеждают тебя, что ты там в чем-то недостаточно хороша. Я извиняюсь, пожалуйста, я знаю, что мне много раз уже писали. Я, когда погружаюсь в расклад, я кричать начинаю, иногда мат проскальзывает, ну просто, ну а чё они такие говнюшки? И это все их провокация. Они намеренно создают так, чтобы сломить твою волю, заставить тебя отказаться от своих целей, чтобы ты стала такая же говнюшка, как и они. Ну, ты работаешь, они в это время чаи гоняют, да, и они хотят, чтобы ты с ними была, с коллективом. А ты-то не для чая, чтобы с ними поговорить. Ходишь на работу. Ты ходишь на работу ради денег. И ты их зарабатываешь, а не с этими энергетическими вампирами сидеть. А они реально энергетические вампиры. Они твоей энергией питаются, твоим оптимизмом. Они видят у тебя там платьишко новое, что-то там работаешь много. Ой, наш конфеточка пришла, наш принцессочка, наш красавица, вот такие вот сучки, извини меня за выражение. Тебе нужно срочно себя оградить от этих токсичных людей. Они не ведьмы, они говнюшки, понимаешь? Я не знаю, как по-другому сказать. Как вернуть удачу? Ну, знаешь, тут все довольно просто. Хоть и потребуется усилия, но просто. Нужно удачу возвращать через проявление своей воли, через активные действия и через осознанное использование темной стороны своей, но только для себя защиты, понимаешь? Ну, для себя защищать. Маг, вот смотри, маг про то, что у тебя есть все нужное для того, чтобы свою жизнь изменить. Талант есть, интеллект есть, харизма есть. Хоть попка тут и ни к чему, но попка как орех. Все это нужно использовать по максимуму. А вот просто сидеть, ждать чуда — это недостаточно. Нужно действовать уверенно. Понимаешь? Тебе нужно контролировать свои эмоции, научиться. Не позволять этим гадинам манипулировать тобой. Ты должна четко знать, чего ты хочешь, и к своей цели идти, несмотря ни на что. На то, что говорят, не говорят. Пошли они на картошку копать ко мне в огород. А вот дьявол, он как раз показывает, что тебе придется столкнуться с этими искушениями, с соблазнами. Вот эти, нет, я не назову их твоими подругами, вот эти женщины, вот мне так противно на них говорить, женщины, вот эти кучка женщин, они хотят тебя сбить с пути. Как дьявол. Вот они — это и есть вот этот дьявол. Понимаешь? Они разум твой затуманить хотят, заставить тебя совершить ошибку хотят. Но вот, ну как сказать, спровоцировать тебя на никому не нужную дружбу. Вот так. Чтобы ты, как говорится, не выделялся, а то вдруг тебя начальником сделают. Ну, примерно поняла, да, чего они хотят? Чтобы ты опустилась до их говнистого уровня. Но вот ты должна помнить о своей истинной цели и не поддаваться на эти провокации. Простите меня, пожалуйста, если у меня мат проскочит. Ну, просто прям они невкусные, эти женщины. Тебе свою темную сторону нужно использовать для защиты тебя от вот этих гадюк. Это не значит, что ты там злой должна быть, мстительной, истеричкой. Нет.
Просто тебе нужно быть готовой дать отпор вот этим женщинам. Понимаешь? Распространяют о тебе сплетни. Спокойно и уверенно опровергни эту ложь. Пытаются тебя обмануть, и ты знаешь, что они тебя обманывают, но ты до этого времени это глотала. Вот теперь ты можешь наказать их, но только законными методами. Не бойся свои интересы отстаивать, да, и свою удачу защищать. Она твоя, а они хотят ее украсть. Понимаешь? Все ты понимаешь. Все зависит тут полностью от тебя. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечка. Весь мир против тебя. Твоя удача украдена. И ты так думаешь? Реально. Но знаешь, по картам это не совсем так. Вот ты думаешь, что кто-то специально порчу навел, подклад сделал. Это все не так, нет. Тут нет никаких внешних сил, которые бы у тебя все отбирали. Тут дело в другом. Ты сама себя изолировала. Вот в своей ракушке спряталась и перестала вперед двигаться. Эти карты про то, что сознательно ты выбрала вот этот путь одиночества. Анализируешь все, думаешь, вместо того, чтобы действовать. Тебе нужно время было на перезагрузку. Это нормально, но вот эта перезагрузка, она у тебя затянулась пипец как. Она превратилась в стагнацию. От всего внешнего мира ты просто отгородилась. Перестала помощь, поддержку принимать, и поэтому кажется, что удача от тебя ушла. Ты считаешь... Ты что ж такое? Ты сейчас считаешь себя вот, как будто я одна на планете. Я никому не нужна. И я одинокая. Так это сознательный твой выбор. Себя обманывай, меня можешь обманывать. Карт не обманешь никогда. А вот вторая, она объясняет, почему ты в таком положении. То есть она про то, что ты слишком много времени тратишь на вот эти вот планирования, обдумывания. Вместо того, чтобы просто начать, как говорится, идти и действовать, ты ждешь момента идеального, условий идеальных. Но я еще раз повторяюсь, момент идеальный, он единственный в жизни бывает. И он сейчас. Не завтра, не послезавтра, не с 1 числа, не с понедельника, не с Нового года. С Нового года. Он сейчас. Понимаешь? У тебя есть сейчас прекрасная идея. Есть отличный проект в голове. Но ты боишься выходить из своей зоны вот этого дискомфорта и начать реализовывать эту мечту. Идею, точнее. У тебя, знаешь как, тебе страшненько потерпеть неудачу, тебе страшно показаться глупой, тебе страшно показаться неумелой, поэтому что ты делаешь? Ничего, сидишь на месте, мечтаешь о лучшей жизни, вместо того, чтобы эту жизнь создавать. Вся проблема в твоей нерешительности, в этой самоизоляции. Тебе нужно вылезти из своей вот этой ракушки и действовать начать. Пробовать новое, рисковать, мужика взять за шкирку, который понравился, говорит, ты мой теперь мужчина, будем мы с тобой. Как это самое. Понимаешь? Вот помнишь, как говорили, да, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Так вот сейчас время рискнуть. Совершать ошибки не бойся. Ошибки — это жизнь наша, вся. Ошибки — это часть процесса обучения, часть процесса роста. Главное — это начать двигаться
И ты просто должна понять, что удача сама по себе никуда она не уходит. Ее нужно заслужить своим трудом и упорством. А ты просто пока сидишь и ждешь, когда к тебе в дверь постучится удача, скажет: «Здравствуй, Оленька, я пришла, давай обниматься, целоваться. Вот я еще тебе мужика принесла. Он миллиардер, вот только не знаем, где припарковать наш золотой Мерседес». Кто ее украл? Ну, тут опять же говорю, карты все сказали уже все. Никто твою удачу не воровал. Но я был бы не я, если бы не было «но». Есть один человек, который активно тебе мешает двигаться вперед. И это мужчина из твоей семьи. Конкретно это из старшего, скорее всего, поколения. То есть эта карта, она показывает, что он очень влиятельный для тебя, да, авторитетен для тебя. Ты его уважаешь и слушаешь его мнение. Но есть проблема. Его взгляды устарели. Его советы в современном мире не актуальны уже. Он постоянно критикует твои идеи. Говорит: «Зачем тебе вот заниматься вот этим? Иди мандарины продавай». То есть он обесценивает твою жизнь, он обесценивает твои достижения, он обесценивает твои идеи, мечты и пытается навязать тебе свою точку зрения. Это вот как примерно семья врачей, да, а дочка решила быть не врачом, а учителем. И он говорит: «Зачем тебе учительницей быть, будь врачом». Хотя это его мечта, не твоя. То есть навязывает. Он, знаешь, он считает, что знает, как лучше будет для тебя. И поэтому он вмешивается во все сферы твоей жизни. Он боится перемен, он хочет, чтобы все было так, как было раньше, как было сейчас, чтобы ничего не менялось, никто не рос. И вот этот его страх, он тебе передается. Он блокирует твою энергию и просто не дает тебе развиваться. Он не делает это специально или из злых побуждений. Нет, он просто искренне считает, что он поступает правильно. Но результат один. Ты чувствуешь себя подавленной, несчастной, без мечты, с навязанным стилем жизни, я бы сказал. Деньги он контролирует. Поэтому влияние на тебя очень сильно особенно ощущается. У него есть все нужное, ресурсы, возможности, которые он использует для того, чтобы держать тебя под контролем. Он считает, что вот деньги – это власть. И поэтому он пытается манипулировать тобой через деньги. Тебе постоянно приходится ему угождать, идти на эти компромиссы, отказываться от своих желаний, чтобы заслужить одобрение. Понимаешь? Вот этот мужчина – это твой главный враг сейчас. Он не желает тебе добра, нет. Он, знаешь, он боится потерять контроль над тобой. А тебе просто нужно научиться отстаивать свои границы. Как вернуть удачу? Довериться судьбе. Знаешь, вот эти карты, они про то, что сейчас самое время для перемен. Там для новых начинаний, идей и так далее. Рисковать не бойся. Пробовать новое не бойся. Потому что только так ты сможешь вернуть свою удачу. Вселенная знаки тебе посылает, там подсказки. Нужно только научиться их видеть и правильно интерпретировать. А вот вторая карта, она говорит о том, что тебе нужно быть более спонтанной, более беззаботной. Все свои страхи, все свои сомнения, все свои тараканы, прочее выкидываешь и немножко пошали. Понимаешь? То есть повеселиться от души. Не думай о последствиях, просто живи сегодня. Сегодня живи. Завтра оно может не наступить. Понимаешь? А ты слишком серьезно относишься к жизни. Тебе не хватает легкости, там, юмора, вот этого на душе легкости.
Вот ты должна понять, что удача, она любит тех, кто умеет мелочам радоваться. Солнышко засветило — радость. Дождик закапал — тоже неплохо. Снег пошел, ты вся вымокла, вся грязная, холодная, но зато домой пришла в теплый уголочек. Понимаешь? Кто умеет радоваться таким мелочам, кто ценит каждый момент своей жизни, тот только удачлив. Не зацикливайся на проблемах своих. Научись видеть красоту вокруг себя. Понимаешь? И отпусти все прошлое. За обиды не держись, за разочарование не держись, потому что они только тянут тебя вниз. Ничего большего, от них никакого плюса. Всех прощаешь, кто боль тебе причинил. Себя прости за все свои ошибки. И вперед от бедра. В светлое твое будущее. И всегда помни, что дед всегда рядом.